Всем привет, друзья! С вами Алекс Моторный. Торгово-развлекательный центр Никольский – один из крупнейших торгово-развлекательных центров Харькова, общей площадью 105 тысяч квадратных метров, на которых представлены более 150 магазинов, рестораны, кинотеатр. Торгово-развлекательный центр Никольский – визитная карточка Харькова в самом центре города с мощными компонентами шопинга и досуга. Никольский расположен в центре города на пересечении главных улиц Сумской и Григория Сковороды, где сосредоточена большая часть розничной торговли. Когда-то здесь стоял великолепный собор Святого Николая, затем был жилой дом, остановка трамвая, а в последние десятилетия котлован торгового центра, огороженный забором. Строительство растянулось на многие годы и сопровождалось сменой собственника, угрозой памятникам культуры и скандалами. В Харькове, рядом с местом, где ныне расположен ТРЦ Никольский, 100 лет назад располагалась Николаевская церковь, собор Святого Николая. Находилась она на нынешней площади Конституции, напротив магазина сладостей «Ведмедик». Сейчас на этом месте дорога. До наших дней церковь не сохранилась из-за трамвайной линии. Первый, еще деревянный Николаевский храм с колокольней построили возле стен Харьковской крепости не позже 1655 года. Церковь в честь святителя Николая Чудотворца была выдержана в стиле украинского барокко. На площади перед храмом, которая со временем получила название Николаевской, затем Тевелева, сейчас Конституции, проводили торги, а с юго-восточной стороны церкви было кладбище. В 1709 году в Харькове побывал император Петр I, чтобы укрепить оборону перед битвой со шведами. Тогда же он посетил и Николаевский храм. Через 9 лет в Харькове произошел масштабный городской пожар, и церковь сгорела. Осталась только колокольня. А в 1764 году на месте сгоревшего храма построили новый, каменный, в традициях слобожанского зодчества. В 1828 году напротив Николаевской церкви построили новую каменную колокольню, под которой расположились торговые лавки и винные подвалы. Через 5 лет к храму построили предел и еще через год каменный корпус, а затем трапезную в псевдоготическом стиле. А в середине XIX века в Харьков приехал император Николай I, который распорядился снести колокольню, потому что она, по его мнению, затрудняла движение. Колокольню снесли и построили новую в русско-византийском стиле. Разобрали Николаевский храм в 1886 году. На его месте решили построить новый по проекту архитектора Владимира Немкина. Из-за масштабности строительства заняло 9 лет. Николаевский собор был вновь открыт 3 октября 1896 года. В храме сохранился колокол, который отливали еще в 1715 году, а также церковная утварь. Собор часто фотографировали харьковские фотографы. А дальше к власти пришли большевики. Они решили в 1920-х годах, что вместо храма тут необходимо проложить трамвайные линии. В то время трамвайные рельсы пролегали рядом с собором, но маршрут был очень извилистым, с резким поворотом, за которым вагоновожатый ничего не видел. На участке рядом с церковью произошло несколько трамвайных аварий, погиб человек. В феврале 1930 года секретариат постановил Николаевский собор на площади Тевелева закрыть и разобрать, а кирпичи пустить на строительство школ семилеток. Собор решили взорвать, но точная дата взрыва неизвестна. Возможно, он произошел 7 марта 1930 года, когда комендант Харькова Петров предупредил горожан о том, что будут взрывать лед у мостов, и порекомендовал открыть окна и оклеить стекла бумагой. Но уничтожить собор взрывом не удалось. Большая часть здания устояла за счет качественной кирпичной кладки и хорошего раствора. Завалы разбирали еще полгода.
Еще здесь, рядом с Николаевским собором, располагалась гостиница «Метрополь». Она была построена в 1914 году по проекту архитектора Бориса Корниенко. Здание отличалось оригинальным архитектурным решением и считалось одной из лучших гостиниц Харькова, предлагая своим гостям исключительный уровень комфорта и престижности. До революции гостиница носила название «Метрополь», отражая ее элитный статус и стиль. Однако после установления советской власти название сменилось на более идеологически соответствующее – «Красное». В довоенные годы гостиница продолжала оставаться местом притяжения для состоятельных гостей города. Судьба метрополя изменилась в годы Второй мировой войны. Здание сильно пострадало в результате бомбардировок и пожаров, практически полностью выгорев изнутри. После окончания войны было принято решение о его сносе, поскольку восстановление оказалось невозможным. На месте гостиницы в 1950-х годах появился многоэтажный жилой дом, построенный по проекту архитекторов Костенко и Пономаревой. Этот дом до сих пор стоит на площади Конституции. А на том месте, где сегодня расположен торговый центр Никольский, до 1980-х годов находилось несколько домов, имевших статус памятник архитектуры. Но в 80-х годах прошлого столетия их разобрали, чтобы здесь построить торговый центр. Идея строительства огромного торгового центра возникла еще в 1983 году. В советское время стройки отличались не детским размахом и масштабностью. Так в Харькове был полностью снесен жилой еврейский квартал. На два дома с архитектурой екатерининской эпохи советские прорабы просто махнули рукой. На этом фото нынешняя улица Григория Сковороды, ранее Пушкинская. Вниз уходит улица Короленко. На перекрестке этих улиц на месте углового дома сейчас находится ТРЦ Никольский. Трамвайная линия до наших дней не сохранилась. Пустырь, возле которого были проложены рельсы, это все, что осталось от Николаевского собора. Сейчас здесь не осталось и трамвая, только дорога. Ограда на углу Короленко и Пушкинской стояла с 2007 года, но история застройки начинается с 1999. Вообще торгово-развлекательный центр должен был стать довольно лютым небоскребом на 41 этаж. Именно под такую застройку давали землю. Но 8 лет стройки не было, и лишь в 2007-2008 годах вырыли котлован глубиной 16 метров. На этом стройка встала, чем начала составлять угрозу памятникам архитектуры, зданию библиотеки Короленко и зданию Дон Угля. Тогда скандал дошел на то время до премьер-министра Юлии Тимошенко. Была создана экспертная комиссия. Но выводы она сделала неожиданные. Оказывается, здание начало трещать потому, что его плохо восстановили после войны. Причем прождало нужного момента 60 лет. О долгострое не вспоминали до мая 2009 года, пока тротуар по улице Пушкинской не начал трескаться. Горсовет тогда констатировал, что приостановленное строительство наносит ущерб всем коммуникациям в границах нескольких прилегающих улиц. Застройщика обязали вывести строительство на нулевой цикл, но этого застройщик осуществить не смог. В 2011 году суд становится на сторону города: землю отобрать, котлован засыпать, восстановить дороги и тротуары. По решению областного хозяйственного суда, подтвержденному позднее апелляционным судом области, договоры аренды на 49 лет были аннулированы. Земли передали территориальной громаде. Но засыпать и восстанавливать ничего не стали. Уже в марте 2012 года городским властям поступило первое предложение о возведении нового торгово-развлекательного центра. Через месяц проект был утвержден архитектурно-градостроительным советом. В жизни котлована началась новая эра.
Его загородили от болельщиков Евро-2012 красивым плакатом и начали строительные работы. Перед этим Градсовет утвердил новый план строительства. Предполагалось, что на месте огромной ямы вырастут торгово-развлекательный комплекс, 10-этажная гостиница на 160 номеров и трехэтажный паркинг. Установили и срок строительства 2,5 года. В 2013 году из проекта исключили помещения для офисов и гостиницу. Решили, что ТРЦ Никольский, который, кстати, и назван в честь Николаевского храма, который находился здесь, чтобы, так сказать, отдать дань истории, будет иметь 3 этажа вниз, парковка, и 5 вверх. Предполагалось, что на первом этаже будет продуктовый супермаркет, на втором-третьем магазины одежды и других продтоваров, на 4 и 5 спортклубы и развлечения. Отказались и от пешеходного моста от тогда еще станции метро Советская, ныне площадь Конституции. Его заменили на пешеходный переход. Первоначально было запланировано, что торгово-развлекательный центр откроют к концу 2014 года. За 2 года строительства был возведен каркас здания, но темпы работ были очень медленными. Сроки завершения работ начали переносить из года в год. В свою очередь, депутаты Горсовета на заседании сессий продлевали арендатору сроки пользования участком, на котором возводят торговый центр. 2015 год. Владельцы назвали примерную дату открытия торгового центра. Предполагалось, что это произойдет в конце 2016 года, но окончание строительства в очередной раз переносится. В 2016 году один из арендаторов помещений в ТРЦ «Спортклуб» начал продавать абоненты в зал. Но из-за того, что сроки открытия Никольского снова перенесли, поползли слухи, что якорные арендаторы начали покидать проект. Тогда в Будхаус Групп эту информацию опровергли. Открытие в очередной раз перенесли теперь на 2020 год. Причиной тогда назвали войну на Донбассе и экономическую нестабильность. В последующие годы строительство велось ни шатка, ни валка, но в 2018 году строители ускорились. Начали делать новый подземный переход от станции метро Площадь Конституции и установили купол, который стал самым большим в Украине и попал в Национальную книгу рекордов. Площадь прозрачной конструкции составляет 3200 квадратных метров. Со строительством такой крыши компании-застройщику помогали немецкие консультанты. 2020 год. Никольский все еще не открылся, но уже приобрел свой нынешний вид. Основные работы к тому времени были завершены. 2021 год. Открытие торгового центра перенесли в последний раз. Никольский должен был заработать уже 14 мая, но не сложилось. Секретарь Горсовета на то время Игорь Терехов рассказал, почему не разрешил открываться торговому центру. Открытие несколько раз переносили из-за технических недоработок. А ведь это не только торговый центр, там еще и тренажерный зал, бассейн. Там все четко должно работать. Собственники приходили ко мне по этому поводу, жаловались на штрафные санкции от арендаторов. Спрашивали, можем мы как-то открыться. Я отвечал, можете в усеченном режиме, без воды и канализации. Чиновник признался, что трепетно относился к Пушкинской 2, потому что когда-то в том доме, что стоял на месте ТРЦ, жила его бабушка. Наконец, 21 мая 2021 года состоялось долгожданное событие для Харькова – открытие ТРЦ Никольский. Долгострой, который долгое время уродовал центр города, превратился в законченное здание, хоть и не совсем отвечающее историзму окружающих его зданий, но с оригинальным проектом, который гармонично вписался в начало улицы Пушкинской, сегодня улицы Григория Сковороды. К тому же стоит учесть, что место под застройку было довольно сложным со стороны строительства, перепады высот и спуск примыкающих улиц. Площадь торгового центра 105 тысяч квадратных метров, торговая 53 тысячи квадратных метров. Бюджет Никольского составляет 110 миллионов евро, из которых 53,5 миллиона евро – это кредитные деньги.
заявил на открытии торгового центра операционный директор Будхаус Групп Максим Гаврюшин. Срок окупаемости объекта 8 лет, ожидаемый годовой трафик 12 миллионов человек. В день открытия работало 92% от всех ожидаемых арендаторов. Оставшиеся 7% заработали чуть позже. В день открытия не работала парковка на 700 машиномест. Магазины размещены на 5 этажах с учетом минус первого этажа. Помимо непосредственно торговой зоны, в Никольском разместились и развлекательная зона, представленная боулинг-клубом, фитнес-центром, детским парком развлечений и самым современным кинотеатром города. Также здесь есть фуд-зона, где представлены как фастфуд-локации, так и семейные рестораны, кофейни и кондитерские, а также ресторан азиатской кухни. Внутренняя отделка здания с успехом компенсировала все строительные сложности и выглядит поистине впечатляющей. Кроме размеров здания, внутренний декор сделан таким образом, что создает впечатление легкости, местами парящих пространств. Такое впечатление создает сводчатый стеклянный купол здания, наполняя все внутреннее пространство солнечным светом. Причем даже в пасмурную погоду с помощью дополнительной искусственной подсветки внутри сохраняется то же ощущение воздушности и просторности. На разных уровнях здесь можно встретить статуи Александра Довженко, Григория Сковороды и многих других известных фигур города. Между 5 уровнями торгово-развлекательного центра, если считать с минус первым этажом, установили 28 эскалаторов и 14 лифтов. Весной 2022 года здание серьезно пострадало от попадания ракеты. Российская ракета попала в кровлю торгового центра Никольский 9 марта 2022 года в 22 часа 30 минут. Ударом полностью уничтожила винт-камеру на 5-м этаже. Ракета прошла еще 2 перекрытия между 4-м и 5-м этажом и между 3-м и 4-м. Значительные повреждения были внутри. Взрывом практически уничтожила ограждение атриума, много стеклянных витрин, отделку 2-4 этажей, мультимедийные экраны, декор. Анатолий Шкребляк, владелец торгово-развлекательного центра Никольский, после ракетного удара принял стратегическое решение о возобновлении комплекса, несмотря на то, что российские войска находились в 10 километрах от города. Харьков нуждался в инфраструктурных объектах, поскольку почти все магазины в то время были закрыты. Через 2 месяца заработали подземные этажи с супермаркетом Сельпо и паркингом. В июне-ноябре 2022 года были открыты 1, 2 и 3 этажи и часть 4. Работы по восстановлению непосредственного места поражения продолжались до декабря 2023 года. Сейчас это своего рода визитная карточка Харькова. Команда ТРЦ Никольский получила немало одобрительных отзывов о решении о восстановлении. Ко второму дню рождения торгово-развлекательного центра мэр Харькова Игорь Терехов вручил коллективу комплекса благодарность городского головы за весомый вклад в развитие города и добросовестный труд во время военного положения. Также ТРЦ Никольский получил премию за стойкость.